Скажу сразу, это видео будет нереально интересным, поэтому смотрите его до конца, и вы узнаете, как меня вообще угораздило попасть сюда, и получится ли у меня забраться на Эльбрус. В общем, дело было так. Человек, который взял на себя обязательство поднять меня на эту вершину, идет со мной рядышком. Зовут его Абдулла. Это человек, который знает вообще про Эльбрус больше, чем Википедия. Если будем разговаривать, то там чуть темп нам меньше сделать, ты сейчас начнешь задыхаться. Это поляна Чигет. Так. Ну, так как мы собрались подняться на высочайшую точку Европы, нам нужно подготовиться к ней. Сразу нельзя заходить. Так. Это классические два маршрута здесь с поселка Терскол. Ближайший поселок получится Терскол у нас. Для подготовки перед горой обычно все выходят либо на гору Чигет и на обсерваторию, так называемый пик Терскол, туда, либо и туда, но есть разные программы. Есть чуть покороче программа, один лайтовый выход там, либо на Чигет, либо на обсерваторию, либо 2 дня и туда ходят люди для разнообразия картинки. Ну и потом уже непосредственно на саму вершину. В горах основной фактор это вот при гипоксии, легкой даже, человек, если перегружается, резкие рывки, восстанавливать очень тяжело. Поэтому нужно всегда держать один темп. Темп не быстрее и не медленнее, чем идет гид. Да. И у нас открывается маленький кусочек. Один из ледников Эльбруса, Терскол называется, вот это Терскольское ущелье. Он уже потаял. На моей памяти вот эти белые скалы были закрыты еще, когда еще там по молодости пас сельских коз. Там ты прям родом отсюда? Да. Здесь родился и сейчас здесь проживаешь? Родился в Тарнаузе, да. Ну сейчас живешь здесь? Да. Здесь, на этой высоте, еще очки, они, если пасмурно, как бы больше выполняют функцию обычной защиты от яркого солнца. Здесь ультрафиолет не так еще опасен, как выше там 3000 метров. На моей практике сам лично видел несколько человек, которые ослепли дня на 3 для того, чтобы были без очков. То есть они ослепли тоже? Да, они слепнут. Глаза перестают видеть, потому что ультрафиолет выжигает то ли роговицу, то, я в этом не силен. Ну, я понял. Сгорает что-то и... А потом потихонечку восстанавливается? Да, восстанавливается все. Может быть, есть такие случаи, я не знаю, чтобы человек полностью ослеп. Непосредственно видел это. И в Аргентине был, когда на восхождении. И здесь видел, когда человек на 2-3 часа просто снял маску, потому что потело. И все, внизу уже больной, который не видит. Как спускали его? Спускали, вот так гиды сопровождали. 5% смертность Эверест, вообще 5%. У Эльбруса в процентном соотношении я сейчас точно не скажу, но в среднем каждый год человек 10 в год. Это несчастный случай или что? Или это гипоксия? Нет, это бывает зачастую, люди мерзнут. Они сами поднимаются, потерялись, погода плохая. Их застала плохая погода, они без гида, без ничего, они потерялись, замерзли, сбились с маршрута. Либо у человека там сердцем что-то случилось, либо было, когда молния на вершине ударила, человека убила. Там человек потерялся, ушел в трещины, замерз. То есть там... Братан, вот я тебе сразу жму руку, все в твоих руках, пожалуйста, смотри внимательно, чтобы со мной ничего не случилось, прошу тебя. Договорились? Конечно. В смысле, поэтому и нужен гид. Он принимает решение, когда разворачиваться, когда вообще подниматься, стоит, не стоит. Потом гид всегда знает, что делать в случае, допустим, непогоды, куда обращаться. Абдулла, вот ты прям смотри на меня и принимай решение. Если я готов, говори, что ты готов. Да, если не готов, прям говори, что Паша, не в этот раз. В прошлом году тут американец потерялся у нас. Сам пошел. Он, видимо, опыт был, по горам ходил, или тоже решил самостоятельно пойти. Потерялся после. Долго сами искали тут, не нашли, прилетел потом какой-то известный альпинист американский, очень такой титулованный. Вот тоже сейчас, насколько я знаю, живых нет уже. На вертолете. Тоже профессиональный пилот, они подлетали к трещинам, смотрели все это дело. Американцы не нашли, но отзывы свои тоже оставил этот альпинист. Сказал, много был где, но таких ледников, таких глубоких трещин не видел. Слушай, в смысле, американцы не нашли до сих пор? Американцы не нашли. То есть он пропал и все без вести? Да, как и многие здесь. Допустим, был японец, это было давно, я год не знаю, но пропал, упал тоже в районе трупосборников в трещину. Отец по сей день, это был очень состоятельной семьи. $1 миллион награду за труп, за тело, за тело, да. Там
Человек упал в трещину, это практически невозможно вытащить. Он вклинивается туда, сначала впаивается, пока тело теплое, потом уже все его вытащит. И тем более ледники не двигаются постоянно. Где-то закрываются, где-то открываются. Невозможно. Как я себя, кстати, показала? Отлично. Нормально. Супер. Да? По дыханию ты... Я специально дал темп небольшой, Да? побольше, чем надо. Вот тебе честно сказать, Да. мне хотелось быстрее. Вот были моменты, да, что... Ну, раз ты сказал, я что... не стал перегружать, потому Нет, все что правильно. еще впереди дни. Все правильно. Надо равномерно нагружать. Первый день он всегда должен быть легкий. Все, ребята. Как и обещал, спускаемся на канатной дороге. Спуск займет определенное количество времени, поэтому мы сделаем быстро. Видите, вот внизу вот те дома. Смотрите, вот сейчас мы здесь, а через 3 секунды будем там. Смотрите, 1, 2, 3. Доброе утро, ребята. Вот оно, начало следующего дня. И мы уже поднимаемся в горы. Абдулла, к сожалению, сегодня не смог с нами пойти. Но он, так сказать, вручил меня, передал эстафету своему другу. Зовут Салим, знакомьтесь. Крутой парень, занимается фрирайдом, занимается даунхиллом. Короче, все вершины, которые вот здесь вы видите, он их объездил зимой на лыжах, а летом на велосипеде. Не, на велосипеде еще не объездил. Начинаем мы на высоте 2000 метров над уровнем моря. Да. Цель километр, ну, по вертикали. То есть, а если идти по дороге, то получается где-то 10 километров. Но мы пойдем, как выразился Салим, в лоб, да? Да, вот. Примерно 5 километров, то есть в лоб, это значит вот так вот. Вот так вот. Ребята, вот мы наверху. Салим, поделюсь сразу впечатлениями. Ребята, это был самый сложный наш участок на сегодняшний день. Вот такая вот ответственная стена. Я практически на 4 конечностях сбирался. Салиму все без разницы, он шел как положено, как человек. Слушай, Салим, у меня, короче, 2 новых ощущения появилось. То есть я вчера, когда сюда ехал, у меня в правом ухе, знаешь, как пиратский корабль скрипит? Вот сейчас вот было такое, а в этом ухе, в левом, как будто радиостанцию кто-то настраивает. Я эти звуки вот ставлю, вот по радиостанции вот такой вот звук, вот слушайте. Вот слышали, вот такой звук у меня в левом ухе сейчас был. Это что такое вообще? Ты не знаешь? Блин. Это, короче, мой организм так вот на перемену высоты реагирует. Да? Вау. Тебе не страшно, а? Пока не страшно. Слушай, дай я рюкзак скину. Ребята, это просто что-то необыкновенное, а? Зацените. Просто зацените этот вид. Я, короче, сейчас вот прям у меня от восторга одышка появляется. Салим, братан, не надо, короче, слышишь? Любишь? Иди сюда. Садись вот здесь, вот посидим сейчас 2 минутки и пойдем дальше. У тебя больше 30 уже, да, восхождений? Ну, да, это немного. Здесь есть такие люди, которые более 300. О, Ну, они, вот Саня, с кем мы сейчас здоровались, ему больше 300. блин, этим ребятам вот прям, я не знаю, лайк. Уже 5-й по счету должен стоять комментарий там, потому что 4 вы до этого уже должны были что-нибудь написать. Ну и, короче, и репост. Ну, уже в этом месте надо делать, потому что дальше будет еще интереснее. Да? Стопудово. Вон она, 7, друзья. Да. Видите, цифра 7. И у Салима, короче, Мечтаю съехать с вершины, с Дангузаруна и потом по 7 вниз. представляете, человек хочет съехать оттуда на лыжах. Да. Вот просто это безумно. Много людей вообще, кто это сделал? Нет, есть 2 брата, которые по 7 приехались. То есть ты хочешь 3-м стать? Ну, я хочу вообще сверху, с вершины начать. Они не начинали с вершины. Там в тумане сейчас Дангузарун, ледник. И прям сверху начать и поехать. Ну, сначала тот участок проехать, а потом по 7 поехать. Братан, слушай, ты когда туда пойдешь, прицепи камеру себе. Вот. Без камеры я туда не пойду, не переживай. И я туда пойду не один. У меня есть Жора, друг, мы с ним пойдем. Жора, тебе, конечно, сразу лайк, потому что, ну, вы реально отчаянно с Салимом парни, потому что, ну, так, ну, я вас понимаю где-то там. Я вот, кстати, сейчас моргнул, вы просто не увидели, потому что очки одеты. Ну да.
Не семерка, да, одна из серьезных линий, что хотелось бы сделать. Очередной, ребята, привал. Смотрите, какое красивое место. Такая вот огромная красивая дырка. И вот много роликов, да, есть в YouTube, когда вот пролетают, да, вот оттуда. Но это же не это место, это просто похоже. Не, мне кажется, здесь не вариант. Не вариант, да? Ну, здесь видишь, что ты такой успеешь. Ну да. Ну, ее саму пролететь можно, ну, эту дырку. Если бы здесь не было бы, то всего можно было, наверное, с вертолета прыгнуть и... Это надо быть очень отчаянным, чтобы на такое решиться. Хотя Есть такие люди? есть, да, такие люди. Так, делюсь ощущениями. То ли маршрут стал легче, то ли я начал привыкать. Ну, одышка, вы сами слышите, у Салима одышки нет вообще. То есть он дышит вот, ну, как на равнине. Хотя я тренированный, то есть я могу там и 10 километров пробежать. Это дело в Акимухе. Мало кислорода, твой организм не привык к этому. То есть надо акклиматизация Я просто. здесь живу каждый день. Ну а так вообще, вот по мне, что скажешь? Вообще нормально? Нормально, да, конечно. Нормально. Мне отлично все. Не переживай, на вершине, если нас гора пустит, погода будет хорошая, на вершине будем. Let's go. Осталось совсем чуть-чуть, и мы будем наверху. Салим, что такое, а? Блин, сторожевая башня. Ну и похоже на нее, не знаю, Пошли позырим, а? да. Сейчас быстренько глянем, что такое. Перекусим и двинемся дальше. Деревянный объект. Похож на башню из игры Far Cry 4 часть. Там, где нужно включать связь, чтобы карту видеть, короче. Кто в теме, тот понял, да? Слушай, ну она такая старенькая. Украина, Польша, Шерхан, Пермь, Толян. Что-то такое прикольное, да, было. Подниматься по лестнице решили поодиночке, потому что вдруг она двоих не выдержит. Салим уже наверху. Я хотел первый, но он сказал: Паша, я отвечаю за твою безопасность. Короче, не пустил меня вперед. Точно, я тебе говорю, как в Far Cry. Такие вот проходы вокруг. Да. Сейчас можно так на первый этаж. Вот он, поселок Терского. Да, ребята. Можно на семерку смотреть. Ой, семерка, да. Линию все рисовать. Слушай, я сейчас быстренько поднимусь наверх, а? Чтоб- Здесь поднимемся. Ты тоже пойдешь? Просто вдруг там рубильник находится из игры Far Cry. Его надо включить, чтобы люди могли карту смотреть, короче. Да, куда не провалить. Да, тут такое все жиденькое. Так, это у нас 3-й этаж. Пока ничего нету. Это крайний этаж, да? Не, еще есть, походу. Надо аккуратнее. Вот еще лестница. Ты как там? Я хорошо. Слушай, ну выше уже лестницы нету. Короче, ребята, смотрите, какой вид отсюда. Просто бомба. Рубильника, кстати, не оказалось. Но написать в комментариях вы должны, что это такое, если знаете. Ну вот, собственно говоря, мы находимся на верхней точке нашего маршрута. Вот она, обсерватория. Вот так она выглядит. Вот она, семерка, про которую мы разговаривали сегодня весь день. А вот он, Эльбрус. Вот там в облаках высоко-высоко находится конечная цель моего маршрута. Если я туда попаду, я буду самым счастливым человеком на тот момент на этой планете. Доброе утро. Мой 3-й день нахождения в Эльбрусе. Абдулла решил, что мы не будем подниматься на 3800, а мне еще нужно будет один день провести здесь внизу. И, короче, сегодня у нас будет конная прогулка. Там вот позади за мной едет Салим, а впереди едет Залим. Это наш главный проводник, и все зависит от него. Слушай, а сезон вот схождения на Эльбрус когда?
Ну, самый-самый пик август. Вот сейчас вот, то есть я в начале Август и сезона. дней 10 сентября, грубо говоря. Ну вот я в начале сезона, получается, Ну, начало да, августа. да, да? да. Когда уже, чтобы трещины открылись, чтобы все потаяло, чтобы было видно, куда ступать. Ну, именно вся тема в этом. Чтоб, если будет заснежено, человек бывает, идет, и ну, вышел в трещину. Потом МЧС ищет этого человека. Есть экстремалы, которые еще и зимой ходят. Да. Ну это жестко вообще. Реально жестко, да. И бывает, что и не приходят обратно. Залим, слушай, а что ты вниз, ну, не садишься на лошадь? Это у балкарцев считается позором. Точно так же, как и ездить рысью на коне. У нас ценится именно быстрый шаг на коне. И до 4 лет лопатки у молодых коней слабые. То есть, если ехать вниз верхом, то пользуется лопаткой. Слушай, так мне тоже получается. У тебя это не распространяется вообще. Несмотря на то, что Залим сказал, что на меня это не распространяется, из уважения к балкарскому народу я тоже пойду пешком. Всем привет. 4-й день. Нахожусь сейчас на высоте 3800. Сколько там? 841, по-моему, метр. Гора Баши называется станция. Поднялся сюда по канатной дороге, а дальше все будет пешком. Что-то, вы знаете, друзья, я когда сюда поднялся, я прям почувствовал серьезность данного мероприятия. Мне сейчас надо найти базовый лагерь национального парка, там договориться о ночлеге. Потом буду ждать Абдулу и буду следовать его указаниям. Что дальше, снег, да? Дальше снег. Что, сказали, куда идти? Ну, там за серыми вагончиками. Ну тут, в принципе, может быть, это самое, может по краешку так пройти. Ну, попробую так, чтобы не переодеваться. А вы уже прям на Эльбрус сейчас прям, что ли? Нет, мы сейчас на приют. Ладно. Я понял. Ну, счастливо. Вам тоже взаимно. Спасибо. Встретимся. Дай бог. Вон он, Эльбрус. В дымке. Надеюсь, когда я буду подниматься, небо будет ясно, и мы увидим прям от Каспийского до Черного моря. Говорят, если в ясную погоду хорошо присмотреться, то можно Эверест увидеть. Ну, это, конечно, шутки. Я сейчас моргнул, вы просто не видите, я в очках. Вы не знаете, где лагерь национального парка? Национального парка лагерь. Не знаете, где? Вы по-русски не разговариваете? Да. Извините. Sorry. Она так вопросительно спросила, как будто понимает, но просто она не дослышала. И продолжала внимательно слушать. Короче, ждала, пока я сам догадаюсь, что она не разговаривает. Я извиняюсь, вы не подскажете базовый лагерь национального парка? Sorry. Я прошу прощения, вы не подскажете, вот это называется базовый лагерь национального парка? Национальный парк. Спасибо. Ну, в общем, ребята, смотрите, как будет выглядеть мое пристанище на ближайших 3 дня. Вот, короче, такой вот вагончик синего цвета. Заходим внутрь, умывальник, поворачиваем направо, как в поезде, да, купе. И вот моя полка, левая и нижняя. Рундук открывается, туда можно сложить вещи. Также имеется такое вот окошечко, из которого видна прекрасная панорама на Эльбрус. Стоимость данных апартаментов стоит 1000 рублей в сутки. Я взял на 3 суток, соответственно, получается 3000. Вон моя цель. Не эта вершина, а, по-моему, вот та левая, которая, она еще выше. Ну, там разница 20 метров. Вот у меня сейчас опять уши залаживают. В правом ухе пиратский корабль. Слышите? А в левом радиостанция. Короче, ладно, сейчас пробегу быстро по лагерю. Покажу вам, короче, что из себя представляет лагерь. Смотрите, вот такие вот вагончики. Это кухня. Все это хранится в бочках. Вот там вот есть вот такой вот блестящий, короче, домик с 2 дверями. Это туалет. Это ж туалет, да? Туалет? Туалет, я. Спасибо. Сори. Блин, я на русском совсем разговариваю. А русская речь такого персонала. Вон там на краю, видите? Как выяснилось, это тоже туалет. Туалет и слабительное в одном флаконе. Идти, конечно, до туда мне долго, поэтому мы быстренько переместимся. Смотрите, вот так вот. 1, 2, 3. Туалет, да? Туалет. Реально, что ли? Ё-моё. Я, конечно, не буду снимать, что внутри. Я вам покажу, что снаружи. Снаружи у нас, короче, пропасть. Блин, туалет вообще сила. Архитектору, который придумал этот туалет и поставил его в этом месте, вот,
Если бы я смотрел это видео, я бы ему лайк поставил. Да. Это вершина вообще, вершина туалетостроения. Твоя задача сегодня вот, видишь, все металлоконструкции и каменное здание. Это бывший приют 11. А, вот здесь, да, вижу. Да, да. Ага. Это вот до туда выйти надо будет. По дороге, которые снегоходы катаются, ратраки. То есть аккуратно обходя все ручьи там. Так. Ну, тебе займет там часа два туда максимум, так часа полтора. Подняться вот, Да. вот которая низко. Да. Ну, вот это да. Это первый лайтовый день. 400 тебе надо собрать сегодня. Просто походить, подышать, вернуться и все. А там сколько побыть? Может там записи поделать 15-20. 15-20 минут и назад. Да. И все. Да, и все. Ужинаю и отдыхаю. Еще на этом вся программа сегодня. В общем, короче, мне надо подняться вот там, вот видите, вот так вот прямо по курсу такая, типа купол. Как-то называется, приют 11, что ли. Время сейчас 15:42. Я поднимусь туда быстренько. Раз, два, три. Ну вот, собственно говоря, я и наверху. Вон он там вот мой синенький, это мой базовый лагерь. Вот это, я так понимаю, приют 11. А на самом деле приют 11 был здесь, и он сгорел, и вот в памяти его стоит этот камень. Кстати, время сейчас 16 часов 10 минут. Честно говоря, я уже не помню, во сколько я начинал. Короче, сами посчитайте, сколько там я время потратил. В принципе, было не тяжело. Я обогнал целую группу альпинистов. Они, кстати, еще там где-то посередине поднимаются. Короче, буду спускаться. Ну, спускаться буду опять-таки быстро, сами знаете, да? Вот я здесь. Раз, два, три. И вот я, короче, уже внизу. Слушайте, он такой красивый, я его увидел. Он такой красивый, поэтому зовут его Бест. Его точно потрогать можно? О, какой ты классный. Да, он сейчас еще и сам подойдет. А какая порода? Маламут. 22 раза на Эльбрусе был? 22 раза. В прошлом году, да вообще он с маской всегда ходит, просто он ее снимает. Иногда сжигает глаза, иногда не сжигает. То есть в прошлом году он даже ослеп, да? Да не ослеп он, ну просто покраснение было. У меня есть на канале видео. Я был в Тверской области, познакомился с заводчиками маламутов. Мой канал называется «Дорога к фильму». Вот не поленитесь, зайдите, посмотрите, какое там классное видео есть. Тебе понравился, да? Да не то слово. Вообще, я в него влюбился. Он вообще, ну, как бы очень дружелюбный ко Да. всем идет, но он же Да. вырос в горах, и Хороший он вырос ты на такой. Эльбрусе, поэтому он как бы ко всем. Но сегодня он лежит. Лежит и никуда не встает, а на вас среагировал. Белорусы первый раз просто видят. Что? Бест, пока. Лапу дашь мне? Дай лапу. Да. Ой, Даже красавчик. Ну какой ты классный, какой ты классный. Слушай, я такого еще не видел. Да, вы ему Меня понравились. все маламуты любят. Последнее включение на сегодня. Просто хочу вам показать классный вид. Ничего не буду говорить, просто посмотрите сами. Ну что, ребята, доброе утро. Ну, если можно так сказать, в принципе, по погоде оно доброе, солнышко ясное, воздух чистый, короче, я не спал всю ночь. Короче, настроение как-то не очень. Вчера вот я приехал, я был такой бодрый, шустрый, все было классно, но к вечеру все поменялось. Ну, почему, не знаю. Ночь была жестокая. Вот я отвечаю, это была жесть какая-то, то кошмары какие-то. То я в какую-то яму проваливаюсь, то потею. Ну, это было что-то, короче, страшное. Знаете, с чем можно сравнить? Вий. Помните? Вот. Короче, группы на Эльбрус отходили в час ночи, потом в 2 ночи, а сейчас потихонечку возвращаются. То есть те, кто пошел на вершину, они еще не вернулись, а возвращаются те, кто не поднялся. Не поднялось уже 2 болгара. И из Красноярска парни тоже вчетвером. Вот один уже вернулся, не поднялся. Тяжело. Тяжело. Не поднялся. Не поднялся. До куда Только поднялся? до седла. До седла. 5333, да, тогда? 5333. А ощущения какие вообще? Как, что, выключил просто? Да. Щелчок. Стоп. И команда, короче, мозга вниз, да? Да, нет, команда гида вниз сказала, потому что если сил хватит еще куда-то идти, то надо не забывать, что еще нужны силы возвращаться. Если здесь я вернулся, меня в крайнем случае я здесь меня ратрак забрал бы, или снегоход. А если я назад там только свои силы. Поэтому Я понял. Хорошо, спасибо. тренируйся. Тренируюсь. Сейчас постараемся, если получится нормально пройти, сейчас за 3 добраться до верха скал Пастухова. Задача максимум верх скал Пастухова, задача минимум мин до низа дойти. Это 4500 или
Вверх 4800. 4800. Так. Их не видно, короче, их закрыло, да? Их видно немножко. То есть верхнюю часть не видно закрывать. Да, Вот низ начало, да? Да, Вот это. да. Я Там понял. скопление людей видно сразу. Короче, ребята, я уже в кошках. Вот как это дело выглядит. Честно сказать, ноги стали еще тяжелее. Но удобнее стало стоять. То есть ты чувствуешь себя уверенно. То есть прям ты втыкаешься и идешь. Ну вот, ребята, мы добрались до конца гряды. Вон до тех скал. До тех или до тех? Нет, тех не видно. Видно. Сейчас Они скал подходит. ниже, да? Их не видно. Короче, что скажу. Рвать не буду, было тяжело. Наконец начали заканчиваться силы. Ну, Абдулла умеет подбодрить, короче. Он идет по телефону разговаривать. Вопросы какие-то решает. Красавчик. Не зря его контора Хайлендер называется, да? Как переводится? Горец. А какие шансы у меня вообще придется? Шансы? Честно говоря, прогнозированием не занимаюсь. Несмотря на то, что люди внизу хорошо ходят или плохо ходят, в день горы все может поменяться абсолютно наоборот. Это я говорю по практике своей. Поэтому в общем могу сказать, что шансы большие. Ну, гору переносишь нормально. Единственное, надо будет просто подобрать правильный темп, немножко подготовиться, отдохнуть. И я думаю, в среднем, если начнем ход с 500, часов за 5 до вершины доберемся. Высота 4547 метров. Поднялись мы с высоты 3800. Вон там вот синенькие домики, я не знаю, видно, не видно. Это начало скал Пастухова. У меня, короче, началась горная болезнь, как сказал Абдулла. Не хватает кислорода. И, короче, на купол давит. Шапка жмет конкретно. Это горняшка, так называемая. На этой высоте не то, что идти. Мне кушать тяжело, я вздыхаюсь, реально. Что будет дальше, я не знаю. И это я такой слабый, эта гора такая сильная. Вот мы, короче, уже внизу. Не знаю, у меня даже нету сил что-то рассказывать. Короче, вон там мы были, видите, самые верхние скалы, которые черные. Вот так вот, скалы Пастухова. И потратили мы на это все 3,5 часа у нас занял подъем. И где-то час 10 спуск. Вот вы думаете. Все, друзья, завтра у меня выходной. Сейчас я быстренько пойду кушать. Умоюсь. И, наверное, лягу спать. Без задних ног. Кстати, я когда кошки снял, мне аж полегчало. Сейчас, когда ботинки сниму, я, наверное, смогу подпрыгнуть вот туда, вот прям на Эльбрус. Доброе утро, ребята. Вот оно утро, то ли 6-го, то ли 7-го дня. Короче, не знаю, ну, вы больше меня знаете, потому что вы быстро это видео смотрите. Я уже тут сбился. Что хочу сказать сразу. Я очень счастлив, что я выспался. После вчерашнего подъема на скалы Пастухова я спал без задних ног. Вообще просто меня выключило вот так вот и включило только утром. Знаете, что самое плохое? Вот я понял, то, что я здесь один. То есть все приезжают группами, ну, можно поделиться с кем-то переживаниями, своими там опасениями, поддержку получить. А мне, блин, поговорить не с кем, только с камерой разговариваю. Ой, кстати, когда разговаривают, мне легче становится. Ребята, это чувствуется ваша поддержка, вам за это вот, ну, реально спасибо большое. От души. Кстати, после вчерашнего восхождения кровь у меня идет теперь с 2 ноздрей. Ну, а не то, чтобы идет, а утром, когда просыпаешься и идешь умываться и сморкаешься, короче. Вы поняли, да? Сегодня у меня выходной. Целый день буду болтаться по лагерю в поисках мобильной связи, мобильного интернета, для того, чтобы выложить какую-нибудь фоточку себе в Инстаграм или ВКонтакт. Связаться там с родными, что-нибудь написать, чтобы они мне что-нибудь ответили. Вот, и также перелаживаю, короче, снарягу. И вот решил показать вам заодно, что, короче, мне пригодится завтра на восхождении. Значит, шапка, она на мне. Потом вот такой вот баф на шею. Это типа вместо шарфа. Можно лицо, короче, закрыть. Но это такой прохладный, а вот теплый, в котором я пойду. Вот этот, в этом бафе я пойду. Ботинки. Ботинки весят, короче, тонну. Кошки. В сумме получается тонна 200. Носки, такие вот до колена. Это уже тонна 300. Баф тонна 350. Комплект термобелья. Так, это тонна 450. Это, короче, байка такая. Тоже буду одевать ее. Тонна 600. Обвязка. Тонна 800. Перчатки на руки. Тонна 850. Потом на эти перчатки будут одеваться еще вот такие перчатки. Это 2 тонны уже. Так, на ботинки будут одеваться вот такие гамаши, короче, на штаны. Это
200. Штаны горнолыжные, короче, фирменная, классная. Это уже 2,5 тонны, короче. Потом куртка. Sweet Protection написано, бляха-муха. Короче, это уже 3 тонны, ребята. И рюкзак, в котором будут 2 пауэрбанка. Маска такая классная. Так, по снаряге, короче, все. Плюс еще палки. Видеокамера. Короче, в общей сложности где-то тонны 4,5. Это вот будет чувствоваться там наверху. Сейчас я в камере хочу поменять флеш-карту. Для того, чтобы у меня на гору было целых 64 гигабайта на всякие пожарные. Вдруг что-то там долго писать придется. 2 пауэрбанка у меня. Тоже таких серьезных. Можно жить там 2 недели. Кстати, один из этих пауэрбанков мне подогнал. Блин, не помню, как зовут. Чувак, прости, пожалуйста, меня. Это Ислам, друг в кафешке. Короче, дружище, от души тебе. Спасибо, а. Так, что из себя представляет жизнь в лагере? Жизнь в лагере. Это вот ты просыпаешься, кушаешь в столовой. Кормила нас Зуля. Спасибо тебе большое, от души, очень вкусно. Но сейчас она уехала, у нее выходные. Сейчас меня кормит Ира. Ира, тебе тоже от души спасибо. Короче, кушаешь, умываешься. Потом утренний экстрим. Утренний экстрим заключается в том, чтобы сходить в туалет. Ну, туалет вы видели, да? Ну и собираешься, одеваешься, идешь на адаптацию, на акклиматизацию. Вот люди как бы оделись, полная экипировка, полная выкладка. Когти, короче, кошки на ноги, гамаши. Вот видите, все как по полной программе. И на гору. Также на высоте здесь летают птицы, короче. Я не знаю, что это за птицы. Но это не ворона, потому что они как-то по-другому, короче, кричат. Вороны кричат кар, а эти... О, слышите? Вот что это за птица? Напишите в комментариях, потому что я не знаю, это не чайки, и не вороны, и не бакланы. Вот слышите опять? Да, кстати, ребята, я чуть не забыл. Вся вот эта снаряга, которая на мне и вот здесь лежит, это принадлежит Салиму. Нет, все, конечно же, это есть в прокате. Там внизу, даже если вы приедете сюда в сланцах и в шортах, то есть, ну, все равно вас оденут и отправят на гору. Короче, если у вас нет такого братишки, как Салим, то вам придется взять в прокате. Салим, братишка, спасибо тебе от души. Ссылка на инстаграм Салима будет в описании. Короче, здесь также можно не только жить, например, в вагончике, но можно жить даже и в палатке. Просто в лагере ставишь палатку, ну, если ты не хочешь платить деньги. Многие живут даже там, на склонах наверху, для того, чтобы не спускаться. А сейчас, ребята, я вам покажу, как выглядит кухня. Такой же вагончик, оббитый жестью. Заходим внутрь. Здесь где-то включается свет. Ага, это я в очках просто не вижу. Плита, электрическая, плита газовая. На улице стоят баллоны. Это вся кухонная утварь, ложки, поварешки, тарелки. Казанчики, кастрюли большие. Это стол, когда много групп, то есть, ну, здесь на середину выставляется, чтобы люди могли сесть. Это основной, за которым вот я, например, кушаю. Холодильник, который забит. То есть, это все, конечно же, не бесплатно, это все стоит денег, но это, ну, вот, поверьте, комфорт. Комфорт. Ты не думаешь о питании, это нужно. Здесь умывальник, можно помыть руки. Воду питьевую привозят снизу. Вон она в бутылках, видите, это чистая вода. И там вот еще много. А воду, например, которую мыть посуду. Вот она в этих бычках. Здесь теплая вода, здесь холодная. Набирают вон в том озере. Вот мы сейчас там через секунду окажемся, смотрите. Вот здесь ее набирают, эту водичку. Это вся талая вода, которая стекает сюда. Она чистенькая. Пить ее, конечно, нельзя, но для того, чтобы помыть руки, посуду, почистить зубы, вообще проблем нет. Также где-то примерно часов в 11 начинается новый аттракцион, который называется стриптиз. На канатной дороге поднимаются парни, девушки, раздеваются здесь до трусов и фотографируются. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Вот, ложатся прямо в снег и фотографируются. Вот сейчас я хочу обратиться ко всем вам. Ребята, помните о том, что вы находитесь на земле кабардинцев и балкарцев. А это мусульманский народ. И по их вере, ну, вы не делаете им чести, короче. Так что помните об этом. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Че, как дела, Паша? Как состояние? Заждался, ё-моё. Сижу, отдыхаю, все как ты сказал. Ну, я думал, у тебя здесь сегодня хорошее должно быть настроение. Да, что? 11 часов. Да, без остановки. Да, да. Вот до сих пор еще можно сказать. Вот буквально, вот перед вашим приходом последние купальники свернулись, короче. Абдулла, не томи, давай, говори, короче, чё, как и вообще. Ну что, запланировали завтра в 2 выезжать. 2 ночи. На траке, да, до 5-100. Погода такая, что к обеду могут быть грозы, молнии. Да. Ну, это возможно. Там snow forecast, опять-таки сегодня однозначно. Но лучше не рисковать. Есть риск молнии. Поэтому мы, если с утра программу выполним, 2 поднимемся, ну, дальше старт начнем где-то в 2:40. Ну, грубо в 3, допустим, даже. Если часов за 5 должны добраться до вершины.
5-6. 6 висит. Где 9 утра часов будет? 9 утра на вершине, часа 2,5-3 обратная дорога займет. Ну, мы уже успеваем в окно вот это попасть. Слушай, ну ты погоду смотрел на вершине, то есть покажем Да. что-нибудь людям? Не, ну и есть ветер, но зато нет Короче, что-нибудь увидим. облаков. Да, даст Аллах увидим. Все, ребята, короче, выключаю камеру. Буду, короче, настраиваться морально, эмоционально, кушать, спать, отдыхать. И включусь уже, когда наступит время X, короче. Час X, когда мы пойдем на штурм. Договорились? Подъем где-то в 12:30, что спокойно встали, позавтракали. И после этого оделись, обулись, одели всю систему. Короче, ребята, заводите на 12:30 будильник, проснитесь вместе со мной. Аспирин выпили? Нет. Че, пить сейчас прям? Да, пить. Ребята, время без 15:02. Ждем ратрак, уже оделись полностью. Я спросил у Тахи, волнуется ли он. Таха сказал, не волнуюсь ни грамма. Я сказал, Таха, ты мог бы хотя бы ради приличия поддержать меня? Ну, беклеем. Да. Таха, что ты мне потом ответила? Конечно, волнуюсь, просто обманул. Да. Таха, ты же не спал? Нет? Нет. Я тоже не спал. Абдулла спал, даже разговаривал во сне. Абдулла, скажи что-нибудь, а? Да, пока все идет по плану. Дай-ка я на улицу сейчас быстренько выйду, покажу, что там на улице. Который трак приедет некогда будет. Короче, ребята, смотрите, какая ночь. Хоть глаз кали. Короче, вот это все уже ждут ратрак. Это все на гору. Видите, там вон целая гирлянда огней. Это все, короче, альпинисты. Альпинисты, и это их приюты, короче, они там живут. Так, что касается горы. Верхушки горы не видно полностью. Все в облаке, короче. Я не знаю, видно вам, не видно, я вам просто комментирую. Короче, невероятная удача. Смотрите, кто с нами сегодня идет на гору. Это Бест. Да, дружище, за который заход у него? 23-й. 23-й. Вот как. Как думаете, он волнуется? Нет? Отзывает. Но ратрак он ждет, он любит на ратраке. Любишь, да? Хороший. Сегодня всю ночь гонял в лесу. Ты ее когда-нибудь поймаешь. Да, дружище? А вот, собственно говоря, и наш ратрак. Ух, ребята, сердце у меня, короче, начинает биться. Вот он. Время X наступило. Да-да. Бест, ты последний, У меня аккуратно туда Все, ребята. Все закончилось. Желайте мне удачи, сжимайте кулачки. Мы идем на гору. Давай, дружище. Иди сюда, иди ко мне. Иди сюда. Все, поднимаемся на 5100. Следующее включение будет на высоте 5100 метров. Так, вот мы поднялись, короче, наверх. Высота 5100. Короче, ребята, я не знаю, где я тут снимать буду. Ну, короче, в облаке. Ратрак уже уехал. Его уже и след простыл, даже не слышно и не видно, короче. По возможности буду снимать, короче. Ну, короче, сами все видите. Ситуация экстремальная, поэтому не бессудьте, зачем. Баф натяни на лицо. Сейчас пока маска не нужна, очки не нужны. Идем в темноте. Ну, если будет сильный ветер, если что, там оденем, встанем. Высоту быстро набрали на ратраке. Сейчас пока пойдем медленным темпом. Быстро сменим высоту, поэтому нужно будет тихо идти. На вершине в среднем вообще, если нормально все будет, если горняшки никого не будет, если погода не испортится сильно, то часов 5-6. Ну все, давай я за тобой. Идем вот по такой узкой вот тропинке. Как называется? Косая полка. Косая полка. Короче, я вам покажу. Вот там луна, если вам видно. Скорость ветра, чтобы определить. Слушай, сколько мы прошли примерно? Мы прошли метров 150-100. А времени потратили? По времени минут 20. Минут 20. Короче, ребята, у меня заледенел микрофон. Заледенела камера. Я не знаю, что там, короче, мы пишем, не пишем. У нас, короче, 2 минуты привал.
попили воды. Вот там вот нас уже догоняет группа. И мы сейчас уходим вверх. Короче, мы уже над облаками, я не знаю, видите, вы не видите. Может, встали, пойдем? Пойдем? Да, пойдем. Все, пойдем. Все, если вы нормально себя чувствуете, нормально. Все, идем, идем. Нормально все, а? Что? Рука замерзла, я говорю. Рука замерзла? Да я рано вышел. А? Рано сильно. Сначала у меня ноги начали векнуть. Сейчас ноги как позаменили. Просто солнце еще часик. Если он самостоятельно сюда пришел, взял на себя ответственность без гида сюда идти, не проверив свое снаряжение, он полностью берет. Конечно, если какая-то экстренная ситуация, мы помогаем. Но такому человеку приятно только сегодня идти вниз. Короче, мы шли 1,5 часа и поднялись всего лишь на 200 метров вверх. Ветер просто невероятный. Это пока очень даже вероятный ветер. Да? Это еще нормально? Это нормально, да. Это пока по кайфу. Слушай, это вопрос по поводу того вот парня, что замерз. Можешь прокомментировать? Ну это как бы самостоятельные выходы без гида. Почему необходим гид на горе? Такие люди создают проблемы. Во-первых, задача гида не только вести на гору, а проверять человека перед горой. Снаряжение, состояние. Он пришел сюда, снаряжение, которое не подходит для горы. Начал мерзнуть. Судя по всему, ушел назад. До видимого состояния снаряжения возвращаться назад. Потому что дальше уже проблемы. Он здесь погибает, двигаться не может. А я веду клиентов. Не заниматься, клиентам заниматься. Все создает проблемы на горе. Приходится вызывать интерес, либо отношение к себе, препараты давать и так далее. Ну, естественно, никого здесь не оставляет. Кока-кола – напиток всех времен и народов. Это не реклама, это способ выживания. Шкатка, шкатка. Нет, вон он идет. Замерзший, да, вон идет. Вот, кстати, этот парень, который замерз. Передумал, да, возвращаться, идет следом. Мы намазались кремом и одели маски. Дальше поднимаемся, покажем. Начинаем восхождение на западную вершину седла. Вот так вот, да? Сюда. Вот так сюда. Друзья, вот уже почти близко к вершине. Приближаемся, не знаю, слышите, не слышите. Ветер сильный, идет по такому вот периоду. Абдулла вообще красавчик. Кто-то уронил ледоруб, и Абдулла спускался метров на 15 вон туда. У меня просто не было сил включить камеру. Это было, блин, что-то. Очень хорошо пошли. Да, 3 часа уже до вершины Бурков. Сколько нам осталось? Еще полчаса. Здрасте. Ну как-то, друзья, да? Я уже думал, если честно, что это вершина. Оказывается, что нет. Вершина вон еще там.
Нам еще где-то полчаса. Мне так хочется сказать, что я поднялся. Но я подожду до конца, хорошо? Да. Ты говоришь, знаешь, самое главное, что Ну? не поднялся, а спустился. А, на горе? Запомни, да. Можно к вам? Иди сюда. Я знаю, почему твоя контора называется Шалендер. Потому что ты можешь поднять сюда даже бабушку в инвалидном кресле. Я не понимал, почему ты меня держишь внизу. Мне хотелось наверх, я понимаю. Для чего вот эти все климатизации? Я вообще ничего не почувствовал, братан. Ты красавчик. Я хотел снять фильм про себя, а снял фильм про тебя. Потому что таких, как я, много, а таких, как ты, единицы. И ты, короче, помогаешь мечте сбыться. Я не знаю, слышно меня, не слышно. Я тебе, братан, от всей души. Я тебя познал. Ты красавчик. Ты сделал для себя неожиданное дело, очень серьезное. На самом деле это тяжелый труд разобраться. Абдулла, все твои ссылки на твой инстаграм, на твой сайт, твой номер телефона будут в описании. Всем, кто обратятся через Пашу, скидка 15%. Да, пароль Road to Film. Бестик. Ты такой пес классный, а? Все, друзья, нам надо спускаться. Я напоследок вам покажу вид, который открывается отсюда. На все 360 градусов. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а если сделаете репост, то это будет высшая оценка этому испытанию. Все, друзья, как сказал Абдулла,